Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся практиками, связанными с хлебом. Эти практики помогут привлечь потоки изобилия, достатка и благополучия в вашу жизнь. Поэтому обязательно используйте эту информацию себе во благо и поделитесь с теми, кому вы также желаете мира, любви, гармонии, изобилия и благополучия. Всем приятного просмотра! Вы знаете, с давних времен хлеб занимал достаточно важное место в жизни каждого человека. И, конечно же, задаешься себе вопросом, а в чем же заключается сила хлеба? Хлеб всегда был в почете у людей. И считалось, что если оставить на столе недоеденный хлеб, а тем более выбросить его, то это приведет к неудачам и проблемам. А вот если накормить остатками хлеба животных, птичек, это к удаче и даже дополнительному доходу в семье. Дела будут идти на лад. С помощью хлеба можно было приостановить даже вражду между семьями. Для этого пекли каравай и преломляли его между собой, тем самым прекращая вражду, а в результате становились родственниками, поддерживались нормальные дружеские отношения. Во все времена хлеб был символом достатка, был символом благополучия. Вот поэтому и в настоящее время существуют различные практики, ритуалы, которые связаны с хлебом и с помощью которых вы можете поправить свое здоровье, избавиться от порчи из глаза, а также привлечь в свой дом денежную энергию. Деньги, их никогда не бывает много, и многие остро нуждаются в них. Да, другие просто хотят увеличить свой доход, поэтому и те, и другие люди используют опыт, используют знания, которые пришли к нам от наших предков, стараясь тем самым привлечь деньги в свою жизнь. Для того, чтобы это сделать, проведите такую практику. Для этого вам понадобится кусочек белого хлеба, понадобится желтая монета, соль и свеча белого цвета. Все это поставьте на стол. Желательно, чтобы вам никто не мешал в тот момент, когда вы будете проводить эту практику. В комнате вы должны будете находиться одни. Задвиньте на этот момент шторы и сосредоточьтесь. Мысли в голове должны быть светлые, а настроение хорошее. Далее зажгите свечу. Посыпьте хлеб солью, возьмите его в левую руку, а монету в правую руку и, глядя на пламя свечи, скажите следующие магические слова. «Сколько в колосьях зерна, пусть будет столько денег у меня. Хлеб с солью на столе, деньги спешите ко мне». После этого съешьте хлебушек, мысленно представляя, что деньги текут к вам, как зерно в мешок. Представлять вы можете любые моменты, но благодарность за хлеб с соль должна быть всегда искренней. Затем затушите свечу, откройте шторы и окно и впустите положительные энергии в ваш дом. И вскоре вы заметите, что ваши денежные дела пойдут в гору. Если ваши финансовые дела желают лучшего, то с помощью хлеба вы можете вернуть удачу в свою жизнь. Для этого вам нужно уже взять горбушечку черного хлеба, стакан проточной воды и скажите такие магические слова. «Хлебушек ем, запивая водой, удачу к себе возвращаю домой». После этого съешьте хлеб, запейте водой, и до вечера вам уже ничего больше нельзя будет есть. А для привлечения в жизнь крупной суммы денег используется свежий хлеб и мед. Желательно этот обряд проводить на растущую луну, так как все задуманное в это время придет в вашу жизнь в большем количестве, и продолжать нужно в течение месяца. На завтрак вам нужно намазать хлеб медом и съесть. И во время еды обязательно скажите следующие волшебные слова. «Деньги медом притяну, хлебом теплым удержу. В мой дом они придут, от меня больше не уйдут. С деньгами жизнь моя наладится, и все остальное сладится». Если у вас проблемы с деньгами, то проводите
практику с хлебом и с маслом. На хлеб намазывается толстый слой масла и отдается бездомной собаке со следующими словами: «Ты хлеб с масла съедаешь, мое безденежье забираешь». С этого момента, как собака съест хлеб, у вас пропадут и проблемы с деньгами. Если вам должны деньги и их не спешат вам отдавать, долг затянулся надолго, то долги можно вернуть хлебом с солью. Для этого нужно взять кусок хлеба и щепоточку соли, выйти на улицу и покормить птиц. При этом обязательно скажите следующие слова: «Как хлеб отдаю, так свои деньги обратно жду». Затем щепоточку соли оставьте возле дома вашего должника и скажите следующие слова: «Должник возле соли пройдет и в скорости долг мне вернет. Соль, мне в этом помоги, должника на этот путь подтолкни, чтобы долг отдал и больше не брал». Это очень действенная практика и на энергетическом уровне. Именно практика очень сильная. И после того, как вы это проведете, эту практику, в течение месяца вам вернут ваш долг. Конечно же, существует много народных примет, которые связаны с хлебом. И очень плохой народной приметой считается то, если вы начнете резать новую буханку хлеба, когда наступят сумерки. Потому что это может принести проблемы в семью в виде мелких дрязг, ссор, а могут возникнуть и проблемы с вашими деньгами. Если, нарезая хлеб, вы оставите на ночь, то не удивляйтесь тому, что в скорости с вами в ваш дом придут неудачи и потери. Также не отрезайте никогда новый кусок хлеба, не доев первый кусочек. А когда вы обедаете, то нужно брать такой кусочек хлеба, чтобы вы могли съесть, а оставлять его недоеденным нельзя, так как это может привлечь в дом несчастье. А если недоеденный кусочек съест кто-то другой, то знайте, что это чревато тем, что он заберет у вас и счастье, и везение с вашей жизни. Также помните о том, что никогда нельзя выбрасывать хлеб, который остался от еды, даже если он и черствый. Потому что, выбрасывая такой хлеб, вы можете лишиться не только своей удачи, но и денег. И также привлечь в свой дом неурядицы, проблемы со здоровьем и с финансами. Поэтому, если у вас остался хлебушек, который вы точно не будете есть, отдайте животным и птицам. Если вы живете в современном городе, где птичек очень мало, да и вы сами заняты, у вас нет времени, возьмите такой хлеб, сложите в пакетик и оставьте на улице у урны. Или, да, например, повесьте на дерево. Или, например, возможно, у подъезда у вас есть какие-то столы или стулья, и оставьте это. Вы знаете, бабушки, они знают, что делать с этим хлебушком. Они поймут, что этим хлебушком нужно будет покормить птичек, и покормят. Но ни в коем случае никогда нельзя выбрасывать хлеб. Также с помощью хлеба определяют, кто с молодоженов будет хозяином в доме. Кто чем больше откусывал от свадебного каравая, тот и был главным в семье. Помните о том, что хлеб имеет очень важное значение в нашей жизни. И с хлебом очень связано достаточно много всевозможных народных примет. И наши бабушки очень уважали и ценили хлеб. И, конечно же, все события в нашей жизни проходят, меняются, но такие простые и извечные ценности, как хлеб, всегда остаются с нами. Поэтому, если вы не хлеб совсем, например, по разным причинам, ничего страшного в этом нет, сейчас такой современный мир. Но если вы живете и вы питаетесь хлебом, обязательно в вашем рационе всегда есть хлеб, то, пожалуйста, придерживайтесь вот этих советов, рекомендаций, которые к нам дошли до наших дней, от наших бабушек, прабабушек, предков. И они очень важное значение отдавали хлебу. Даже когда они месили тесто, а для того, чтобы выпекать хлеб,
они делали определенные практики, потому что знали, что хлеб – это живая субстанция, это живая энергия. И если они что-то не так сделают, скажут не то слово, скрипнут дверью или еще что-либо, они точно знали о том, что хлеб не взойдет, и, возможно, он испечется, но будет невкусный. Поэтому, если в вашем роду еще остались бабушки, прабабушки, спросите у них касательно хлеба, и они с вами поделятся большими секретами. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Эти все практики, эти все обряды, ритуалы передавались из поколения в поколение, и мы делимся с вами с большим удовольствием. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, на канале много полезной, важной и нужной информации. Ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео будет полезно, важно и интересно. А мы с вами уже услышимся в следующем видео.